Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим. И я, Борис Марцинкевич, всем добрый день. Борис Леонидович, Литва заключила новый контракт с «Газпромом». Борис Леонидович, конечно, 150 миллионов евро не лишние, но как это так вообще возможно? Там санкции, эмбарго, отказ от российского газа и новый контракт на 5 лет – это как? Речь идет о договоре транзита по поставкам природного газа из России в Россию, из России в Калининградскую область, наш форпост в Европе. Договор подписали, разумеется, не с Литвой, а с компанией Amber Grid. Grid сеть, что они имеют в виду под Amber, не знаю, но это сетевая компания, которая отвечает не только за транзитные услуги, но и, разумеется, за все сетевое хозяйство огромной республики Литва. Было бы странно, если бы там было несколько компаний, хотя от Европы можно ждать разного. Со стороны Amber Grid это не первая жуткая выходка сотрудничества с ужасным «Газпромом». В том же сообщении можно прочитать, что в декабре заканчивается десятилетний контракт. Давайте отмотаем 10 лет назад, 2015 год. Разгар антикрымских санкций, всеобщая истерика в Европе, первый всплеск русофобских настроений. Тем не менее, Amber Grid совершенно спокойно подписывает договор. Удивительное рядом. И оно, как выяснилось, не запрещено. Связано это с тем, что система магистральных газопроводов «Сияние Севера», так называлась сеть и называется, в общем-то, и сейчас, просто они редко вспоминают, по которой газ с севера Тюменской области пришел в Советскую Прибалтику, в Калининградскую область, в Белоруссию, чуть позже в Финляндию. Больше того, в начале нулевых годов вся эта система была приведена в полный порядок. Обновили компрессорные станции, заменили линейные участки там, где необходимо было по техническим параметрам. Это было необходимо с юридической стороны, потому что «Газпром» вошел в долевое участие в сетевых компаниях Республик Прибалтики. Это его имущество. И еще один момент. Единственное в регионе крупное подземное хранилище газа находится в Латвии. Необычное для русского уха название Инчуканс. Латвия долгое время была страной, которая реально поставляла газ в Россию. Звучит удивительно, но в отопительный сезон именно оттуда получала газ Псковская область, Новгородская область, Ленинградская область. Подземное хранилище газа Гатчина небольшое по объему, так скажем, оперативное подземное хранилище Инчуканс достаточно большое, там общий объем активный объем хранения превышает 2 миллиарда кубометров, можно наращивать и дальше, все это было необходимо. В том числе привели в полный порядок и все нитки газопровода, которые шли в Калининградскую область. Как произошла процедура подписания договора в 2015 году, это вообще вызывает отдельное удивление. «Газпром» размышлял, обращаться к литовским коллегам или нет, потому что к этому времени под давлением Евросоюза были требования о выходе «Газпрома» из акционерного участия всевозможных компаний, зарегистрированных в Прибалтике. В разгар, опять же, как я уже сказал, санкций, связанных с воссоединением с Крымом, Amber Grid находит пункт в договоре предыдущие 10 лет. Если стороны не имеют возражения, договор автоматически пролонгируется еще на 10 лет. О чем самостоятельно сообщили в Москву. У нас никаких претензий нет. «Газпром» в ответ кивнул головой, мы получили еще один контракт на 10 лет. Невзирая на то, что происходит в головах литовских политиков, их там много, они все интересные. Люди, которые работают в газовом хозяйстве, думают несколько иначе. Они, как ни странно, думают еще и о Литве. Получать деньги за транзит, с учетом того, что все отремонтировано, технически исправно, никаких аварий с тяжелыми экологическими последствиями не ожидается, почему бы и нет? Тогда можно оставшееся хозяйство поддерживать в порядке. Тем более, что в 2015 году деньги Литве потребовались в срочном порядке как раз для газового хозяйства. В 2014 году был подписан тройственный союз между Литвой, Латвией и Эстонией о том, как добиться энергетической независимости от России. То есть каждая из республик должна была что-то для этого сделать. С Эстонией, понятно, есть два энергетических кабеля по дну Финского залива в Финляндию. У вас все в порядке. Что есть у Латвии? Подземное хранилище Инчуканс.
30 километров от берега. Значит, здесь ставим регистрационный терминал, у нас все в порядке, мы можем закачивать ПХГ в том объеме, который необходим. Без сотрудничества с «Газпромом» все в порядке. Что есть у Литвы? У Литвы нет ничего. Значит, было решено, что будет строиться энергетический кабель в Швецию по дну Балтийского моря и линия электропередач воздушная в Польшу. Вот обо всем договорились. Литвой на тот момент руководила мадам Грибаускайте, которая в одностороннем порядке решила поставить в порту Клайпеда регистрационное судно. Латвия с Эстонией не поняли, что происходит, в связи с чем нарушение. Литва была уверена, мадам Грибаускайте, что все проблемы можно решить, поскольку наступили новые времена и надо бороться с Россией изо всех сил, значит, деньги будут. Последовал вопрос сначала в адрес Латвии. Мы будем получать замечательный американский СПГ, можно его хранить в вашем подземном хранилище? Да, конечно, вот тариф. Извините, но у нас нет трубы от берега до вашего подземного хранилища. Ну, будет труба, будем хранить. Нет трубы, не будем хранить. Литва отправилась в Брюссель со словами: вот у нас замечательный проект, нужны деньги построить трубу. Денег нет, ответили в Брюсселе, потому что деньги мы готовы давать на региональный проект. А в этом проекте участвует только Литва. И в этих условиях отказаться от получения денег за транзит от «Газпрома», ну, было бы совсем странно. Труба от Клайпеды до Инчуканса обошлась Литве, она в одно лицо все это заплатила больше 200 миллионов евро. Ну, частично компенсировала за счет транзитных платежей от «Газпрома» за поставки газа из России в Россию. Сейчас, казалось бы, можно действовать совершенно иначе. Трубопровод уже окупился, плавучий регистрационный терминал Индепенденс продолжает работать, можно взять и отказаться от любого сотрудничества с «Газпромом». Но если посмотреть по датам, что происходило с 2015 года по год нынешний, могу напомнить, в 2013 году было введено в эксплуатацию подземное хранилище Романово, Калининградская область, или просто Калининградское подземное хранилище. В 2018 году для «Газпрома», по заказу «Газпрома» в Сингапуре было построено регистрационное судно «Маршал Василевский», способное как перевозить СПГ, так и при необходимости перекачивать его в подземное хранилище, причем уже в обычном агрегатном состоянии. В 2019 году в порту Высоцк начал работу завод «Криогаз Высоцк» среднетоннажный. То есть в том случае, если Литва прерывает транзит, Россия ничему не удивляется, судно для доставки СПГ есть, заводов теперь уже 2, потому что, напомню, в сентябре 2022 года начала работать СПГ тоже среднетоннажная компрессорная, портовая, простите, комплекс СПГ у компрессорной станции портовая. Так что в том случае, если Амбер Грид под давлением своих политиков отказывается от сотрудничества с «Газпромом», Россию укусить не удается. Совершенно спокойно, есть где взять СПГ, есть собственное судно, есть собственное подземное хранилище, проверены все необходимые технические работы сделаны. Если нет возможности прокачивать газ с основной территории России, будет приходить морем. Я думаю, что на основании этого сотрудники, руководство Амбергрита убедило литовских политиков о том, что Россия от этого ничего не проиграет, мы от этого проиграем точно, у нас прекратятся транзитные платежи. Что вызывает здоровое удивление, то это объем транзита, предусмотренный новым пятилетним договором. Что удивляет, в сообщении пишут о 10,5 миллионах кубометров в сутки. Но в таком случае за год набирается больше 3,5 миллиардов кубометров. Если смотреть на те данные, которые публикует правительство Калининградской области, среднее потребление, причем публикуют аккуратно, за отопительные сезоны, среднее за 2021-2023 2,29 миллиарда кубометров. Если смотреть потребление за 2022-2023 с отопительным сезоном вместе, 2,18 миллиарда кубометров. Сейчас, если договор будет исполняться на все 100%, будет приходить на миллиард кубометров газа больше. Поэтому, когда в том же сообщении пишут, что
литовская компания, литовский партнер будет зарабатывать денег больше за год, чем за предыдущие 10 лет. Ну, а как иначе? Если вы на 50% увеличиваете объем, вы будете больше платить. Для чего такой объем природного газа необходим Калининградской области, я пока никаких данных не нашел. То есть предыдущие 2-3 года, последние, 2,5 миллиарда кубометров, это так с запасом. Сейчас 3,5 миллиарда кубометров. Может быть, мы чего-то не знаем, и после Нового года нас чем-то порадует, каким-то новым, серьезным, может быть, даже газохимическим проектом в Калининграде. А может быть, это связано с ростом потребления электроэнергии. Напомню, что совсем недавно под елочку начала работать гигафабрика Росатомовская. Тоже крупный потребитель электроэнергии. Может быть, еще какие-то проекты есть. Надо внимательно посмотреть, какие планы по развитию экономики у Калининградской области. Так что, с одной стороны, как ни удивительно, мы видим совершенно прагматичное отношение к газовому рынку в собственной республике со стороны сетевой компании Ambergrid. С другой стороны, мы видим традиционное литовское политическое безумие. Ну, мы к этому уже привыкли. У них там так принято кричать какие-то непонятные лозунги. Ну, это, пожалуйста, господам политологам, пусть они разбираются, или, может быть, к психиатрам, я не знаю, кто в этом должен разбираться, я точно не хочу. Что касается ситуации в газовой системе, вот такая. До этого работали, потому что нужно было каким-то образом компенсировать расходы на откровенную авантюру со стороны мадам Грибовской, которая не с нами, не с Россией нарушила договор, а со своими соседями, со своими коллегами по Евросоюзу, с Латвией и с Эстонией. Сейчас настал тот момент, когда, отказавшись от осуществления транзитных услуг, Литва сделает хуже только сама себе, Россия от этого, собственно говоря, ни жарко, ни холодно. Решили, что да, лучше вот так, лучше денег заработать, чем совсем на умных политиков быть похожими. Так что вот такое событие можно оценивать по-разному. Клиническое состояние прибалтийских политиков известно, но население, как видите, отнюдь не все подвержено разнообразным психиатрическим заболеваниям. Некоторые думают о том, как жить дальше, хотят жить дальше, жить хорошо. Почему бы и нет? Как обстоят дела с потреблением газа самими прибалтийскими тиграми? У них как с этим? Они потребляют его, отказываются, сокращают. У них самих как? Максим, я не следил за событиями в этих могучих республиках. Думаю, что до конца января обязательно данные по итогам года появятся. Тогда и подведем итоги. То, что потребление не выросло, это очевидно. Оно по всему Евросоюзу немножечко снизилось, а обратно не возвращается. Несмотря на то, что цены по сравнению с 2024 годом в 2025 были значительно ниже, спрос увеличился всего на 6 миллиардов кубометров. Приблизительно такой же объем газа страны Европейского Союза потребляли в середине 90-х годов, когда их было значительно меньше, когда туда еще не вошли страны Восточной Европы, я имею в виду Венгрию, Польшу, Румынию, Болгарию и так далее, когда в его составе еще не было Прибалтики, вот к такому же потреблению вернулись, значит, это их вполне устраивает. Значит, только солнце, только ветер, только радость впереди. Борис Леонидович, большое спасибо за комментарии. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке. Спасибо, до новых встреч. Вопросы Максима сегодня были совершенно экспромтом, поэтому отвечал то, что помнил навскидку. Планировал я передачу уже после 8 февраля 2026 года, когда закончится первый год работы объединенных энергосистем Эстонии, Латвии и Литвы вне состава электрического кольца БРЭЛ. Первые итоги, по итогам первого года, мне кажется, достаточно поучительно. Оценим, к каким результатам пришли, насколько перспективна работа в режиме без участия России и Белоруссии. Предлагаю где-нибудь в середине февраля посвятить этому передачу. Всем спасибо за внимание, всем всего доброго.
Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала — независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.